Когда-нибудь было такое, что ты угадываешь направление цены, а рынок все равно выбивает тебя по стопу, либо ликвидирует, а потом, как назло, цена идет именно туда, куда ты и рассчитывал? Если знакомо, то этот видос для тебя, потому что я покажу тебе, почему это происходит, что ты делаешь не так и как лично я захожу в рынок, чтобы не быть той самой жертвой манипуляции и получать такие результаты. Мы разберем ключевые модели входа, которые я использую каждый день, и как они работают на графике в реальном времени. И главное, ты поймешь, как перестать терять на тех движениях, где ты должен зарабатывать. Давай начнем с самого простого понятия. Модель входа. Это не волшебный паттерн, не кнопка «Заработать», а структурированная и простая логика, по которой ты принимаешь решение, заходить мне в сделку или не заходить. Проблема большинства новичков и продвинутых в том, что они торгуют по эмоциям. Увидел сильную свечу, сразу же залетаю в сделку. Почувствовал какую-то интуицию, шестое чувство, зашел. Потом стоп, ликвидация, снова и снова. И модель входа убирает этот хаос. Это как маршрут. Ты видишь условия и понимаешь, где ты находишься, и четко знаешь, что делать. Войти, подождать или выйти. Это то, что отделяет прибыльного трейдера от убыточного. Перед тем, как разбирать сами модели входа, важно понять ключевой принцип – снятие ликвидности. Многие не осознают, что перед сильным движением рынок часто сбивает стопы, создавая ложные пробои. Именно после этого я начинаю рассматривать вход в сделку. В прошлом уроке, примерно на 1 час на этом канале, я разобрал, что такое трейдинг, как устроена ликвидность, имбалансы, структура рынка, и мы разобрались с тем, что каждое движение, как правило, проходит после снятия ликвидности. Мы снимаем ликвидность и после этого продолжаем восходящее движение. Снятие ликвидности – это сбив стоп-лоссов большинства. Не для того, чтобы лишить вас прибыли, а для того, чтобы крупный игрок имел возможность поучаствовать в рынке, потому что он сможет зайти в рынок только когда есть контрагент, то есть человек, который будет ему продавать или у него покупать биткоины или другие активы, в которые он захочет зайти. Пример, который я приводил в прошлом видосе: если у тебя есть 100 миллиардов долларов, ты не можешь зайти на биржу в любой момент на эти 100 миллиардов долларов купить биткоин, тебе нужно найти человека, который продаст тебе биткоины, либо людей, большое количество людей, которые продадут тебе эти биткоины на такую сумму. И для того, чтобы это сделать, он часто сбивает стоп-лоссы, потому что стоп-лонгистов – это ордер на продажу, стоп-шортиста – это ордер на покупку. Соответственно, сбивая какой-то локальный минимум, за которым стоят стопы лонгистов, он активирует для себя возможность купить. Допустим, вот здесь вот. Почему мы сбили стоп-лоссы лонгистов и после этого цена пошла вверх? Да потому что кто-то эти стоп-лоссы использовал для себя, для своих покупок. Аналогично может работать сверху. Почему мы сняли вот этот локальный максимум, активировали стоп-лоссы шортистов, то есть ордера на покупку, и цена пошла вниз? Да потому что кто-то об них продался, кто-то использовал ордера на покупку для своих продаж. И для того, чтобы заходить в сделки, нам нужно дожидаться движения по тренду, допустим, это движение в восходящем тренде, после этого коррекции, снятия ликвидности, и после снятия ликвидности внутри имбаланса, то есть нашей зоны интереса, заходить в сделку. Заходить в сделку только после того, как у нас есть подтверждение, что мы не просто сняли ликвидность и все, сразу мы залетаем в позицию, но мы и сформировали агрессию покупателя. У нас есть подтверждение, что после снятия этой ликвидности действительно включился крупный игрок, который активировал все эти покупки. То есть нам недостаточно самой идеи. Все, что есть на рынке до того, как вы зашли в позицию, это только идея. Это пока что только идея. Ее реализация наступает только после того, как идет финальное подтверждение в виде модели входа. То есть, когда мы снимаем ликвидность внутри имбаланса и вы хотите торговать дальше по тренду в лонг, перед тем, как это делать, подождите. Подождите, пока вы увидите очевидное подтверждение, что крупный игрок зашел в позицию именно здесь. Как это выглядит? Ну, допустим, мы движемся по тренду в лонг, замедляемся, снимаем ликвидность вот здесь вот пониже, вот так. И многие люди залетают в лонг прямо здесь после снятия ликвидности, со стопом куда-то чуть ниже и тейком повыше. И допускают этим самым огромную ошибку, потому что, да, мы сняли ликвидность, но пока что нету подтверждения, что после снятия этих стоп-лоссов крупный игрок активировал свои покупки. То есть пока что не было выкупа от него. И поэтому цена может пойти глубже, глубже, глубже и выкупиться только потом. То есть работа с ликвидностью может быть разной. Мы можем отреагировать после самого первого снятия, мы можем отреагировать, пойти немного глубже и только потом отреагировать. А можем не отреагировать вообще, если крупный игрок не будет это использовать, либо отреагировать после глубокого пролива. Ситуации могут быть разными. И наша задача — это не предсказывать рынок, а работать с фактами. И заходить только тогда, когда у нас есть факт, что здесь зашел крупный игрок, и мы понимаем, что мы можем идти вместе с ним. Поэтому недостаточно дожидаться просто снятия ликвидности. После него, если простыми словами, нужно увидеть реакцию наверх.
И эта реакция наверх, она обусловлена четкими правилами. Что она должна сделать? Она должна показать доминацию над продавцами. Потому что в моменте, я рассматриваю все на примере лонг-позиции, с шортами будет инверсивно, на примере лонг-позиции. В моменте, когда мы снимаем ликвидность снизу, мы падаем, и здесь больше продавцов. Если эта ситуация на рынке не изменится и не появится больше покупателей в моменте, не нужно залетать в лонги. Кто вам сказал, что здесь будут хорошие лонги? Такого не будет. Вам нужно подождать и только после этого, возможно, принимать решение и залетать в какие-то позиции дальше. Поняли, в чем логика? Логика в том, чтобы заходить только когда у вас есть факт, что крупный игрок зашел в свою позицию вот здесь. Давайте вот, раз мы уже с этого примера начали, на нем сначала и сфокусируемся, потому что здесь все максимально красиво. Вот мы сняли ликвидность. Сделали это, кстати, внутри этого имбаланса. Если вы не знаете, что такое имбалансы, прошлое видео на канале, час длины, там про имбалансы и ликвидность еще более подробно. И только после того, как мы увидели хорошую реакцию на 5-минутке, мы можем заходить в позицию. Теперь давайте более подробно. Что такое хорошая реакция на 5-минутке? Она может быть 3 видов. Для меня модель входа — это либо поглощение свечи, либо инверсия имбаланса, либо слом структуры. Первый пример — инверсия имбаланса. Мы сняли ликвидность, и во время снятия ликвидности можно увидеть, что у нас сформировался вот этот вот имбаланс со стороны продаж. И после снятия цена агрессивно закрепилась выше него. Закрепление выше этого имбаланса говорит нам о том, что эта зона продавцов совсем не уважается. Здесь сидели продавцы, и нам на них плевать, потому что покупателей сейчас гораздо больше. И когда мы закрепляемся выше этого имбаланса, происходит его инверсия. И можно говорить о том, что здесь мы уверены в лонгах, ставить стоп-лосс за этот локальный минимум и take profit на этот локальный максимум. Ну и тут, понятно, мы уже видели, потому что это бэктест, мы видели, что эта сделка отработала. На бэктестах это все очень просто показывать. На реальном рынке немного сложнее, потому что есть много разных факторов, которые влияют. Сейчас мы по них, кстати, поговорим. И именно поэтому я фокусируюсь на том, чтобы давать практику, не только теорию. В моем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, я каждую неделю провожу лайв-торговлю и торгую в прямом эфире перед всеми своими подписчиками для того, чтобы показывать, как это применять на реальном рынке. Ну и вот пример. Мы сняли ликвидность, и только после того, как на 5-минутке у нас есть подтверждение включения покупателей, мы заходим в позицию. Подтверждение включения покупателей для нас — это закрепление выше этого имбаланса. То есть во время снятия ликвидности сформировался вот этот вот 5-минутный имбаланс. Это имбаланс со стороны продаж. Когда в него входят покупатели, если они агрессивно его инвертируют, это инверсия, либо неуважение имбаланса, ситуация, где покупателей на рынке гораздо больше. Соответственно, мы должны целиться в лонг, а не в шорт. В принципе, все элементарно. Аналогично может быть модель поглощения свечи. Здесь мы просто берем не имбаланс, а в случае, если, допустим, имбаланса нет, потому что свеча, ну, например, она бы выглядела вот так, и мы не сформировали никакой имбаланс, да, то есть имбаланса просто нету для того, чтобы его инвертировать. В таких случаях я могу смотреть поглощение свечи, то есть закрепление выше вот этой вот точки, закрепление выше последней вот большой нисходящей свечи, закрепление выше последней большой нисходящей свечи, которая и снимала вот эту вот ликвидность. То есть вот это и есть нашим подтверждением. После снятия ликвидности мы должны увидеть в примере с лонгами, что активизировались жестко покупатели, либо в примере с шортами активизировались жестко продавцы. Они поглотили вот эту свечу, если у нас нет имбаланса, либо если имбаланс есть, они поглотили этот имбаланс, и то является шикарной моделью входа. Если дается и то одновременно, отлично, но можно смотреть что-то одно из них. Не нужно дожидаться всего одновременно, вам хватит какого-то одного подтверждения. Либо инверсия имбаланса, либо поглощение свечи, там уже смотрите по, скажем так, ситуации. Если имбаланса по факту нету, то можно торговать от поглощения. Если имбаланс есть, можно торговать от его инверсии. Модели входа я для себя смотрю обычно на 5-минутном графике. Именно по 5-минутке я рассматриваю модельки, потому что, я торгую от часовых зон интереса. Это часовое снятие ликвидности, часовой имбаланс. И от часового имбаланса мне достаточно не часового какого-то подтверждения, а 5-минутного. На 5-минутке я хочу увидеть, что уверенно включились покупатели, и они уверенно поглощают весь объем продавцов, который был до этого. Именно это служит моим подтверждением. Слом структуры — это третья модель, которую я могу использовать в случае, если, допустим, у нас есть какое-то снятие ликвидности, вот здесь вот, и к нему мы подходили следующим образом, структурно, вот так вот, через коррекции. И тогда я могу взять вот эту вот точку и сказать, как только мы сломаем структуру на 5-минутке, я зайду в позицию. Теперь давай
давайте, чтобы не было только на бэктестах, я зайду, покажу несколько своих как стоп-лоссов, так и тейк-профитов по этой системе. Есть и такие позиции. Допустим, сейчас вот 3 мая, 2 мая я торговал, получил 2 стопа. Но, в принципе, позиции были системные. Здесь у нас было снятие ликвидности в имбалансе и инверсия вот этого минутного имбаланса. Вход на ретесте, стоп-лосс за снятие ликвидности и тейк-профит на локальный максимум. Не получилось. Вторая позиция была по биткоину. Снятие ликвидности внутри имбаланса и инверсия того имбаланса, который был сформирован во время снятия. В итоге мы пересняли мой стоп-лосс, и там потом эта идея отработала. Кто наблюдал за графиком, наверное, видел. Я получал по ней стопы, это нормально. Точно так же мы видели и тейк-профиты. Допустим, здесь, это минутная модель, для вас это будет немного сложно. Давайте что-то вот простенькое возьмем. Например, на GER40 немецком индексе. Вход после поглощения на 5 минутке. Я вижу вот эти вот нисходящие свечи, которые снимали ликвидность, и вижу, что цена агрессивно закрепляется выше них. Захожу в сделку, там план мы публиковали утром, по итогу зашли в сделку и отработали ее до локального максимума после поглощения. Еще из примеров, сделка, которую мы открывали в лайве, сейчас не будем про нее, потому что там тоже немного нестандартный формат работы, понятно, что есть разные модельки, и про все их я рассказать в одном видосе не успею, но в следующих еще буду более подробно раскрывать. Здесь, как пример, снятие ликвидности, хороший выход наверх и поглощение вот этой вот свечи, плюс инверсия имбаланса. Это и послужило для меня фактором для входа. На биткоине 23 апреля, вот это еще пример хорошей сделки, мы сняли ликвидность, дали агрессивный выход наверх и поглощение вот этого имбаланса. Это была сделка от 23 апреля. Вообще биткоин в последнее время мне нравится, потому что он ходит в очень активном таком тренде, и в этом активном тренде его легко торговать. В принципе, моя система, она подразумевает движение в активном тренде. Если нет движения в активном тренде, то нет нормальных сделок. И поэтому я торгую только трендовые активы. Если они не движутся в тренде, то я их пропускаю и смотрю что-то другое. Здесь мы двигались в тренде, сняли ликвидность внутри имбаланса, и на 5-минутке, сразу после этого снятия ликвидности, я увидел, что агрессивно включились покупатели и инвертировали этот 5-минутный имбаланс. Как только это случилось, я зашел в позицию на ретесте, стоп-лосс устанавливая за снятие ликвидности, и тейк-профит там куда-то вот сюда на 1 к 2, потому что я фиксированно тяну тейк-профит на 1 к 2, ни больше, ни меньше. В итоге немного подержали позицию и закрыли ее вот так вот на 1 к 2. Еще один пример хорошей позиции, которую я открывал. Вот это вот снятие ликвидности тоже там было внутри имбаланса и агрессивный выход наверх сразу же. Здесь тоже модель была поглощением этого 5-минутного имбаланса. Мы закрепились выше этого 5-минутного имбаланса, и я сразу же после закрепления выше, примерно вот здесь вот, заходил в лонг. Стоп-лосс устанавливая за ликвидность, которую мы уже сняли, и тейк-профит на ликвидность, с которой мы еще не поработали, чуть повыше. Это сделка от 21 апреля, ее я тоже открывал вместе со своими учениками. Сейчас я вам пролистаю ее. Это сделка, которую мы тянули по биткоину, снятие ликвидности в часовом имбалансе, выход наверх, отторговали этот лонг. По итогу получили плюс 2%. Вот как-то так. Модели входа для нас это подтверждение того, что от нашей зоны интереса, от нашего снятия ликвидности, условно, там мы смотрим лонг от этого снятия ликвидности, от него включились покупатели. Как вот здесь вот. Мы сняли ликвидность, сразу включились покупатели, и мы заходим в лонг на ретесте. Вот здесь пример локальной позиции. Сняли ликвидность, включились покупатели, и я зашел в лонг позицию. Примерно оно на любом таймфрейме работает точно так же, но минутку, как видите, я там на некоторых графиках тянул минутку, я торгую только на индексах и могу торговать супер локальные позиции. Но это немного другой стиль, про который мы будем говорить немного позже. Не будем сейчас в одном видео все затрагивать, не потому что я хочу что-то от вас скрывать, а потому что если я сейчас прям все постараюсь рассказать за один видос, то вы уйдете не с четкой системой, а с какой-то кашей в голове. Поэтому давайте лучше договоримся так. Вопросы, которые у вас есть по текущим моделям входа, которые я дал, задавайте в комментариях. Если видос понравился, конечно же, ставьте лайки, подписки и так далее. Это все мне очень приятно. Переходите в телегу по ссылке в описании, там есть еще больше полезного контента. И если у вас есть идеи для того, какие следующие видосы вы хотите видеть на канале, то тоже можете писать в комментах. Все, до связи.